Всем здравствуйте! Сегодня получается как бы вторая часть, да, видео, которое вышло чуть-чуть раньше. Записывается оно в этот же день. Просто я решила, что эти два вопроса, которые я хочу обсудить, они... Мне хочется, чтобы их услышали многие. Вот, а многие видео не досматривают до конца, поэтому я решила разделить. Так, если кто-то будет смотреть сразу это видео, вяжу я детский плед, вяжу первый ряд. Узор очень простой, легкий, но здесь еще ничего не понятно. Он у меня есть на канале, ссылочка будет внизу в инфобоксе. Вот. Так, вопрос, который я хочу обсудить. Я буду посматривать на плед, поэтому... Так, какой я вопрос хочу обсудить? Хочу обсудить вопрос по поводу... Многие, очень многие. Этот вопрос даже для меня, скажу так, в последнее время стал очень остро. Многие смотрят мои видео, многие знают, что я болею. Не буду скрывать, что да, это тяжелое, это редкое заболевание. Оно неизлечимо. К сожалению, у меня тяжелое еще идет поражение при этой болезни, поражение гортани и трахеи. Это одно из редких поражений при этой болезни. У меня гранулематоз с полиангиитом. Вот. И оно тяжелое, оно неизлечимое. Лечится только хирургическим путем. Вот постоянно, как я и говорю, да, я езжу на операции. Вот. И плюс, как-то давят воспаление капельницами, тяжелыми капельницами, генная инженерия, та же химиотерапия. Это та же химиотерапия. Вот. Многие смотрят мои видео, многие сочувствуют. И очень много людей, кто... Как мне сказать, поймите, я сейчас не хочу никого обидеть. Я сейчас буду высказывать лично свою точку зрения, вот, но я хочу, чтобы и вы меня поняли. Очень много зрителей, которые мне пишут, которые состоят в разных сетевых компаниях и предлагают различные БАДы, будь то в сиропах, будь то в таблетированной форме, будь то в форме всяких карамелек, конфеток. Пишут мне очень многие. И каждый человек, который мне пишет, я почему записываю это видео? Потому что мне написал не один человек. С момента, вот как я записываю видео о своей болезни, написало очень много людей, и каждый человек свято уверен, что вот только их препарат поможет мне, что он меня точно излечит, что мне нужно обязательно это покупать. Присылают мне очень много различных видео, присылают мне очень много различных отзывов о тех или иных препаратах, о их компаниях. И просто призывают меня покупать эти препараты, потому что эти препараты, уж точно меня вылечат. 100%. Я, конечно, да, я уже говорила, я, конечно, очень спокойно отношусь к БАДам. Очень спокойно. Я не считаю, что БАДы это зло. Нет. Я считаю, что как дополнение к основному лечению все это может быть, да. Вот. Но возьмем сразу самый первый фактор. Возьмем фактор денег. Мои хорошие, вы сами прекрасно понимаете, что если начать покупать тот или иной БАД, его нужно купить не один раз. Его нужно покупать постоянно. Для достижения хотя бы какого-то маломальского эффекта его нужно пить, минимум месяца 3. Минимум. Может быть, есть какие-то такие, что и через месяц дадут какой-то эффект.
Может быть, я не спорю. Но, по крайней мере, месяца 3 это точно. И пить такие БАДы нужно желательно всю жизнь, мои хорошие. И вот представьте, если я начну покупать БАДы всех компаний, что вы мне предлагаете, где столько денег взять? Это вообще, это просто вот, вы представьте, да? Второй фактор. Вы уверены, вот на 100% вы мне можете дать гарантию, что ваши БАДы не причинят вред моему здоровью? Вот скажите, вы мне можете дать письменную гарантию, взять на себя ответственность, что ваши БАДы не причинят вреда моему здоровью при моем заболевании? Я думаю, навряд ли. Навряд ли вы будете брать такой риск на себя и брать такую ответственность. Вот. Третий фактор, также немаловажный. Пожалуйста, не нужно обижаться на меня, когда я отказываюсь и отказываю вам, и говорю, что я не буду покупать и не буду пробовать. Пожалуйста, не надо вести себя как маленькие дети с какими-то там словечками, что я не думаю о своем здоровье, что если бы я хотела вылечиться, то я бы вылечилась. Вот, давайте будем взрослыми людьми, и каждый человек имеет право, почитав информацию, ознакомившись, решить сам для себя, хочет он это купить или не хочет. Пожалуйста, я очень прошу сейчас, все, кто меня смотрит, зрители, кто участвует в тех или иных сетевых компаниях, я прошу, не надо мне писать и предлагать. Не надо. То, что мне нужно, я найду сама. Например, на данный момент я принимаю кальций из сетевой компании NSP. Когда я не смогла купить цитрат кальция, а кальций я принимаю только в такой форме, я не смогла его купить. Вот. Я обратилась к знакомой, она у меня в сетевой компании NSP. Я купила у нее этот кальций. Да, это БАД. Там кальций, там еще что-то немножко добавлено. И я принимаю его. Когда мне нужно, я найду сама. Если вы мне хотите что-то, например, вышла какая-то новинка, хотите что-то посоветуйте. Но не нужно это навязывать. Просто доходит уже, вроде бы мы все взрослые люди, но действительно доходит до абсурда. Особенно вот с какими-то непонятными для меня обидами. Вот. Меня очень удивляют люди, которые предлагают свои препараты людям с тяжелыми заболеваниями, и которые, вот как вы на 100% уверены, что это мне поможет. И у меня только один вопрос. А вы не боитесь? А вы не боитесь, что человеку от ваших препаратов станет хуже? Ведь вы не знаете, вы знаете у человека, например, какое-то одно заболевание, да? Вот как у меня. У меня гранулематоз с полиангитом. Но вы же не знаете, что помимо гранулематоза с полиангитом у меня гипотиреоз, аид, у меня что еще? Полинейропатия, что еще у меня? Ну, короче, вот если начать перечислять, да, у меня еще есть до кучки заболевания, другие. И вы уверены, что, например, одну болезнь это будет лечить, а при другой болезни, может быть, ваш препарат категорически нельзя принимать? Вот. Пожалуйста, поэтому вот я не знаю, как к другим, насчет себя. Я теперь буду, если мне будет приходить где-то в личное сообщение что-то о БАДах, о каких-то компаниях, я буду отправлять вот это видео. Молча поздороваюсь, напишу «Здравствуйте» и ссылка на это видео. Пожалуйста, вы поймите меня. Во-первых, даже если бы я и хотела что-то попробовать, все эти препараты стоят недешево. Вот. И, как я уже сказала ранее, их нужно принимать не 1 месяц, чтобы почувствовать маломальский эффект. И плюс, если их попринимать и затем прекратить, пользы от этого нет. Их нужно принимать
практически постоянно, длительное время, под строгим контролем анализов. Вот. Потому что, я опять же повторюсь уже 10-й раз, потому что можно себе еще и навредить. Я говорю, и лично я побоялась бы что-то рекомендовать человеку с тяжелым заболеванием. Вот просто побоялась бы, потому что подумала, а вдруг это сделает ему хуже. Вот. И даже если бы я порекомендовала, я бы сказала, что, слушай, вот есть такой-то препарат, да, как бы я тебе рекомендую, но все-таки, да, проконсультируйся с врачом, мало ли. Вот. А не так, как мне в последнее время просто атаковали везде, много где в соцсетях. Мне просто вот предлагают, я уже столько знаю вот этих сетевых компаний с различными препаратами. Я понимаю, что, может быть, они действительно помогают. Может быть, они где-то что-то облегчают, да. Но опять же говорю, это все надо пробовать и принимать не один раз. А чтобы все это попробовать, нужно иметь достаточное количество денег на все на это. И не иметь противопоказаний. Я, например, опасаюсь. Опасаюсь, потому что не знаю, к какому результату приведет прием тех или иных БАДов. Вот. Мне капельницы делают тяжелые, да, очень тяжелые, вот эти капельницы генной инженерии. Каждый раз, когда капают эти капельницы, у меня внутри такое смешанное чувство, что да, благодаря им я живу, благодаря им где-то замедляется процесс разрушительный, да, но в то же время думаешь, а к чему они еще приводят? Они же не только лечат, они же что-то и калечат. Вот, поэтому, как-то так, меня уже немножко не в ту степень, но я думаю, вы, кто хотел меня услышать, тот меня услышал, тот меня понял. Вот, потому что зрелая тема этого видео, очень зрела. И все-таки я решилась, что запишу и скажу. Вот. Как я уже опять же повторюсь, я абсолютно не против БАДов. Я считаю, что они имеют место быть как дополнение, да, и то нужно тщательно проанализировать, посмотреть и побочки, и все это. Так что вот такое мое мнение. Пожалуйста, не нужно мне предлагать. А если вы хотите предлагать, то, пожалуйста, не нужно. Вы просто предложите. Если мне это будет нужно, я сама к вам обращусь, сама попрошу, что да, давайте я попробую. Вот есть у меня возможность, я куплю у вас, я попробую. Вот. Но не надо мне это навязывать. Навязывать, угрожать, там, не знаю, призывать к моей совести, что какая я бессовестная, не забочусь о своем же здоровье. Вот как-то так. Вот такую тему я хотела поднять. Надеюсь, вы меня поймете. И буду рада вашим комментариям, как вы относитесь к БАДам и так далее. Все, мои хорошие, до новых встреч. Буду вязать дальше.